Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам новое пополнение своей коллекции. В сегодняшнем видео не будет фильмов на DVD, а будут только издания на Blu-ray и в формате 4К. Итак, начинаю. И как всегда, сначала показываю издание в формате 4К, издание с русским. А потом издание в 4К без русского и простые Blu-ray иностранные без русского. И потом издания российские. Итак, начинаем. И первое издание. Это у нас фильм Роланда Эммериха по известной франшизе, по японской франшизе. Фильм под названием «Годзилла». Это у нас «Годзилла» 98 года. В формате 4К. Британское издание. В слипе. По слипам такое же изображение. И здесь у нас есть русский язык на диске в 4К. Blu-ray здесь без русского языка. Здесь он по составу вообще, кроме английского и немецкого, нету на обычном Blu-ray никаких других языков. Такое вот издание. Фильм Роланда Эммериха. Здесь у нас снялись в главных ролях Мэтью Бродерик и Жан Рено. Такой вот фильм «Годзилла» Роланда Эммериха. Далее, следующее кино. Это трилогия про персонажа Marvel, но которая сняла студия New Line Cinema. Это у нас трилогия про Блейда. Блейд, Блейд 2 и Блейд Троица. Такое вот американское издание. Здесь 3 диска. Блейд, Блейд 2 и Блейд Троица. Из этих 3 дисков русский язык присутствует на первой части, закадровый перевод, и на второй части. Здесь дубляж. На третья часть нигде с русским не выходила на Blu-ray. Такое вот издание. Американское с трилогией про этого персонажа, про Блейда. Такой вот фильм. И на этом все издания с русским закончились. И далее пойдут 12 изданий без русского языка. И первый из них это фильм режиссера Джонатана Демми по роману Ричарда Харриса, по роману Томаса Харриса, под названием «Молчание ягнят». Известный фильм, который выиграл 5 главных Оскаров, в котором у нас снялись Джоди Фостер, Энтони Хопкинс и Скотт Гленн. Такое вот издание. Без русского языка, как я говорю. Американское издание от Кино Лорбер. 2 диска, 4К и обычный Blu-ray, который залучен на регион А. Такое вот издание «Молчание ягнят». Обычный Blu-ray с русским языком у меня есть, а это будет дополнение. Данный фильм в формате 4К. «Молчание ягнят». Далее, следующая картина. Это опять фильм, который у меня есть на Blu-ray, но его решил также себе добавить в коллекцию в формате 4К, но без русского языка. Это фильм «Скотт Пилигрим против всех». Такое вот издание в слипе также металлизированном. Американское издание. Здесь 2 диска, без русского оба. Мне нравится данный фильм, поэтому решил себе его добавить в коллекцию в формате 4К. «Скотт Пилигрим против всех». У меня также есть по данному фильму, точнее есть комикс-первоисточник в 6 частях к данному фильму. «Скотт Пилигрим против всех».
Такое вот издание. Далее идем. Следующий фильм. И это фильм «Соник». «Соник 3» в кино. Американское издание. Увидел его за недорого, поэтому решил себе приобрести данный фильм, потому что первая часть мне понравилась. Здесь также 2 диска, Blu-ray 4K, это без русского оба диска, вот американского издания. И у меня также есть первая часть, поэтому в коллекцию собираюсь добавить со временем и вторую часть, чтобы получилась полная коллекция. Таких вот 2 фильма. Далее идем к следующему фильму. Это у нас картина Питера Уира с Джимом Керри под названием «Шоу Трумана». Такое вот издание, приуроченное к 25-летию. Издание британское. «Шоу Трумана». Здесь 2 диска, 4К и Blu-ray обычный, без русского языка, с русским языком он не выходил нигде. Данный фильм не понравился, поэтому, когда увидел за нормальную цену, решил себе приобрести в коллекцию данное кино. «Шоу Трумана». Идем далее. И следующий фильм, это 25-я картина про Джеймса Бонда. Остальные 24 фильма у меня есть в коллекции, и поэтому решил себе наконец-то приобрести 25-й фильм, где у нас также в роли Джеймса Бонда снялся Дэниел Рэдклифф, как и в предыдущих 4 частях до этой. Издание в формате 4К. Также здесь 2 диска. Два диска. Blu-ray обычный. И теперь у меня все 25 фильмов про Джеймса Бонда, которые выходили официально, все теперь есть в коллекции. Вот такое вот выполнение коллекции. И, наконец, последний фильм, который хочу вам сегодня показать в формате 4К. Это у нас картина режиссера Майкла Манна с Томом Крузом и Джейми Фоксом под названием «Соучастник», где Том Круз снялся в необычной роли, то есть не в роли обязательного персонажа. Также у нас снимался Джейми Фокс. Такое вот издание. Издание это у нас американское. 2 диска. Blu-ray 4К. На обычном Blu-ray у нас не выходил данный фильм с русским языком. И поэтому решил, когда увидел данное издание, приобрести его себе в коллекцию. Такой вот фильм. И на этом все 4К издания, которые появились в коллекции. И осталось 6 иностранных изданий, которые просто в Blu-ray. И первый из них это у нас «Секреты Лос-Анджелеса». Фильм 1997 года. Который номинировался на большое количество Оскаров. В котором у нас снялись Кевин Спейси, Рассел Кроу, Гай Пирс, Ким Бейсингер и Дэнни Девито. И за данный фильм Ким Бейсингер получила Оскар, а также данный фильм получил Оскар за лучший сценарий. Такое вот издание. За лучший адаптированный сценарий данный фильм получил Оскар. «Секреты Лос-Анджелеса». Далее, следующая картина. Это у нас фильм «Дрожь земли 2». Повторный удар. И этот фильм забыл он
британское издание. Здесь есть русский язык, но русский язык здесь представлен только с субтитрами. То есть забыл вначале показать. Здесь русский язык есть, но только субтитры. Британское издание. В предыдущем месяце у меня в коллекции появился первый фильм. Просто «Дрожь земли», который снялся Кевин Бейкон. И теперь у меня есть в коллекции две части. Также стоит сказать, что третья часть выходила с русским дубляжом. Четвертая часть также с субтитрами, как и вторая часть. А вот остальные части, последующие, уже без русского языка, как и первая часть, в которой также нет русской дорожки и русских субтитров. Поэтому русская локализация есть только у второй, третьей и четвертой части. Такие вот издания. Далее, следующая картина. И это у нас картина 28 недель спустя. Продолжение фильма 28 дней спустя, который снял Дэнни Бойл. Это сиквел данной картины. Американское издание, залоченное на регион А. Такая вот накатка диска. Бумажки с рекламой. Информация техническая. Такой вот фильм ужасов про вирус 28 недель спустя. Далее, следующая картина. Это фильм, который привел студию Канолка к банкротству. Это фильм «Остров головорезов», в котором у нас снялись Реджина Дэвис и Мэтью Модин. Здесь они на обложке представлены, данные актеры. Американское издание. Не залоченное на регион А. То есть мультизональное. И видим, коробка здесь у нас эко-коробка Viva из-за этих отверстий. Издание, так же как и предыдущее, без русского языка. Фильм «Остров головорезов». Далее идем к следующему фильму. Это у нас картина Софии Копполы под названием «Трудности перевода». Фильм, в котором у нас снялись Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон. Данный фильм с русским не выходил нигде. У меня он есть на DVD, но решил за небольшую цену приобрести себе на Blu-ray. Такое вот издание. Трудности перевода. Незалученные регионы. Регионы АБЦ. Такая вот простая накатка у данного издания. То есть прокатывал дистрибьютором в США был данного фильма Universal. Фильм «Трудности перевода» с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон. Далее, следующая картина. И это фильм под названием «Я, снова я и Ирен». Это у нас комедия братьев Фаррелли, в которой у нас снялся Джим Керри. Также у нас снялась Рене Зельвегер. Диск также залочен на регион А, но стоил он недорого. И также у нас здесь применяется эко-коробка Viva Eco с прорезями. Данная комедия мне понравилась. С русским она также нигде не выходила на Blu-ray. У меня есть на DVD, но увидел за недорого, поэтому решил себе приобрести в коллекцию данный фильм на Blu-ray. «Я, снова я и Ирен». И это было последнее иностранное издание в сегодняшнем видео. И осталось столько же изданий российских, именно 14 изданий. И первое из них это у нас фильм Майка Николса, в котором у нас снялись Джек Николсон и Мишель Пфайффер. Фильм ужасов, триллер про оборотня. Волк. Данный фильм как-то увидел и решил себе приобрести в коллекцию на Blu-ray. На Blu-ray он выходил,
Такая вот интересная накатка с Луной. Фильм под названием «Волк» с Джеком Николсоном и Мишель Пфайффер. Далее следующая картина, и это ремейк американский корейского кинофильма под названием «Олдбой». Картина режиссера Спайка Ли. В главной роли здесь у нас снялся Джош Бролин. Думал приобретать, не приобретать. У меня оригинальный фильм корейский. Не совсем оригинальный, он базируется на японской манге. Но там сильно изменили, поэтому фильм базируется прежде всего на корейском фильме. Корейский это фильм оригинальный, у меня есть коллекция, но все же решил приобрести себе в коллекцию, а также и его ремейк под названием «Олдбой». Такое вот издание. Фильм «Олдбой» Спайка Ли с Джошем Бролином в главной роли. Далее насчет ремейков хочу показать фильм «13». Фильм режиссера Делу Баблуани. Это у нас французский режиссер грузинского происхождения. Он снял оригинальный французский фильм «13», а это американский ремейк, где также режиссер оригинального фильма выступил режиссером ремейка. Здесь у нас снялись Джейсон Стэтхэм, Рэй Уинстон, Микки Рурк, 50 Cent, Майкл Шеннон и Сэм Райли. Видим такую обложку. Издание простое достаточно. Данный фильм тоже как-то увидел, заинтересовал меня, поэтому себе решил приобрести себе в коллекцию. Фильм «13». Далее, следующая картина. Это фильм режиссера Джона Майкла Макдоне, брата другого режиссера Мартина Макдоне. И это фильм под названием «Голгофа». Здесь у нас в главной роли снялся Брендан Глисон, который также снимался в предыдущей работе данного режиссера «Однажды в Ирландии», который также у меня есть в коллекции. Фильм «Голгофа». Также у меня есть еще один фильм данного режиссера под названием «Война против всех». Про двух полицейских. Фильм «Голгофа». Далее следующая картина. И это фильм режиссера Джейсона Рейтмана под названием «Небо в небо» с Джорджем Клуни в главной роли. Видим, такая простая обложка. Фильм про летчика. «Небо в небо». Данный фильм раньше был на DVD в коллекции только, но решил себе добавить в коллекцию, наконец, и на формате Blu-ray. Такое вот издание. Далее, следующий фильм. Это также фильм, который у меня до этого был на DVD, но все-таки решил себе, наконец, и на Blu-ray. Благо он выходил на Blu-ray. Фильм под названием «Доброе утро». Здесь у нас снялись Харрисон Форд, Рэйчел МакАдамс и Дайан Китон. Такое вот издание. И такая простая накатка, традиционная для изданий от Paramount. Фильм «Доброе утро». Далее следующий фильм. Это картина с Керстен Данст и Джимом Стюрджесом. Научно-фантастическая или просто фантастическая под названием «Параллельные миры». Такое вот издание. Фантастический фильм, который стоил недорого и заинтересовал меня. Поэтому решил себе приобрести в коллекцию данное кино. Фильм «Параллельные миры». Далее, следующие две картины снял у нас один режиссер, и зовут его
Андрей Тарковский. И решил себе наконец приобрести одну картину. У меня раньше была на DVD, а второй не было, но наконец решил себе приобрести данные фильмы. Очень недорого. Первая картина — это у нас фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Издание у нас на литье. Я специально смотрел, чтобы на литье было. Поэтому брал с рук на вторичном рынке. И также другой фильм. Это фильм «Солярис» по роману Станислава Лема. Вот именно он у меня был уже на DVD, но он на Blu-ray выходил, поэтому я решил себе на Blu-ray наконец приобрести. Фильм «Солярис». Такие вот два фильма Андрея Тарковского, Андрей Рублев и «Солярис». Таких вот две картины. Далее пошли мультфильмы. Их всего 5, но покажу их достаточно быстро. И первый из них — это у нас анимационный фильм от студии анимационной Blue Sky, которая тогда была отделом 20 века Fox. Фильм под названием «Фердинанд». Про вот этого быка, которого также звали Фердинанд. Этой картины раньше в коллекции не было от Blue Sky. Поэтому решил за недорого приобрести себе данное издание. Анимационный фильм «Фердинанд». И, наконец, последнее. Это будут 4 издания советских мультфильмов из серии «Шедевр отечественной мультипликации». И первые 3 издания объединены одним названием. Первое — это у нас «По дорогам детства». В данном издании представлены «Трое с Простоквашино», «Каникулы Простоквашино», «Зима Простоквашино», «Возвращение блудного попугая», «Котенок по имени Гав» и «Приключения Васи Куролесова». Такие вот 12 мультфильмов. Далее, следующий такой сборник — это «По дорогам детства», выпуск 2. И здесь у нас представлены 38 попугаев, Варежка, Крокодил Гена, Чебурашка, Шабахляк, Чебурашка идет в школу. Тут здесь у нас мультфильмы, созданием которых, художником-постановщиком которых был Леонид Шварцман. То есть у нас здесь мультфильмы представлены в технике кукольной, в технике стоп-моушен. Такая вот накатка. И, наконец, третий сборник «По дорогам детства». Менее интересный, но я взял из одного мультфильма «По дорогам детства», выпуск 3. И здесь у нас мультфильм «Тайна третьей планеты». Также у нас здесь как «Маша поссорилась с подушкой», «Маша больше не лентяйка», «Маша волшебное варенье», «Игрушечная лошадка», «Детский альбом», «Непослушный котенок», «Живая игрушка», «Танцы кукол», «Машенький концерт» и «Чудесный колокольчик». Здесь брал в первую очередь из-за «Тайны третьей планеты». Такая вот накатка. И, наконец, помимо этих 3 сборников «По дорогам детства», взял такое вот издание «Сказки русских писателей». Здесь 5 сказок представлено. Это выпуск 1. Выпуск 2 есть, но в сегодняшнем видео будет только 1 выпуск, а 2 еще не приобрел. Здесь у нас представлены сказки «Аленький цветочек», «Приключения Буратино», «Серебряная копытце», «Храбрый олененок» и «Цветик-семицветик». Такие вот сказки сказки русских писателей представлены в данном выпуске, в данном издании. Данные все издания на литье. Специально искал, чтобы не были не на болванках, и приобрел. А на этом данное видео все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки
и ждите следующих видео. А на этом все. Пока-пока.